Присоединяйтесь к официальным страницам шоу «Аватар» в социальных сетях, чтобы не пропустить самые захватывающие подробности о проекте. Появление яркой и прекрасной жар-птицы вызвало у жюри в первом выпуске много вопросов. Но главный был, почему горит ее голова? О чем таком она думает? Дорогие судьи, за неделю ответ у вас не появился? Нет? Нет. Надеюсь, как и сейчас версии, появится, да. говоря. Ну что же, встречайте, жар-птица. Жар-птица, рады видеть тебя, наш красивый огонечек. За окном не очень-то тепло, поэтому мы надеемся согреться как минимум от твоего выступления. Ой. Maroon 5. Тут любой может подойти. Не может сцена быть? Я думаю, вообще не она. Тональность понижена. Марина Кравец. Она у меня записана. Кравец, послушай. Ну просто Кравец искрометная в разговоре. Вот какой-то вот... Ах, какая конфетулечка, красотулечка, сладкая жар-птица. Это было очень приторно, прекрасное, вкусное выступление. Что-то вы все облизываетесь. Сахарку захотелось? Но энергия сахара с нами прибыла. Все, глюкозка повысилась. Повысилась. Это хорошо. Хочется сказать о том, что наша прекрасная, замечательная жар-птица с огоньком в голове, она сегодня, безусловно, попыталась зажечь и зажгла нас, но у меня легкое несоответствие вот этого какого-то огненного образа и такой сладкой, легкой, как будто бы детской песенки. Не скажете? 100%, я полностью солидарна. Мне казалось, что вы роковуха. Слушай, ну в прошлый раз, Сережа, она тоже народную пела песню. В смысле, то, что тогда тоже несоответствие было роковухе. Ну, как бы да. То есть у меня вот внешне вот жар-птица, да, это какое-то вот что-то такое более фундаментальное, да, такое. Огненно-сжигающее. Вот, да. А здесь такое все такое, спичечка подожгла. Не жар-птица, а спичечный коробок, зажигалка. Ваше ожидание — это ваше ожидание.
А мне показалось, что по выступлению, по голосу где-то нотки Марины Кравец я слышал. А чтобы вычислить Марину Кравец, нужно с ней хорошенечко пообщаться. Марина Кравец за 1 секунду просто всех обратно в детский стул усаживает. Скажи, дорогая представительница пьезоэлемента, а являешься ли ты лицом маркетплейса какого-нибудь? Да. Какого? Там все ваши денежки сгорают. А Максим не может быть? Ты знаешь, Максим, я думаю, нет, по одной простой причине, что Максим не такая, что ли, жизнерадостная, не знаю, она какая-то более скрытная. Грустная, Максим. Мы недавно общались с Максимом, она очень закрытый человек, и вряд ли бы она вот так улыбалась. Слушайте, ну вообще, ребят, ну вот я серьезно говорю, ну это просто бред какой-то. Я Это на ты Про про наше что, шоу, извините? Я про на- наше шоу, ребят, это все бред какой-то, я пошла, знаете, Ну, я потому что терпела вообще вообще нет Что он версий. говорит вообще? Невозможно Нет, слушать. у девочек, у наших аватаров прекрасных и красивейших просто нет версий. То есть у нас, причем аватары ребята, мужчины, к ним как-то, да, там что-то подбираешь. Девчонки, вот вы заметили, у нас вот одной какой-то серьезной такой версии, которой прислушаться, ну просто нет. Ну что значит одну версию? Я вам сказал, Марина Кравец, Шеннон. Во-первых, есть новая артистка, прекрасная Асия. И она Асия, тоже такая да. улыбчивая и очень-очень добрая. И она вполне могла бы справиться и с народной песней и поиграть в милашку. Есть блогер Карина Кросс, которая тоже выпускает музыку, и у нее потрясающие народные есть нотки в голосе, при этом она достаточно артистичная. Она может сыграть спокойно абсолютно не себя, потому что у нее достаточно пацанский характер, но сыграть женственную для нее было бы абсолютно несложно, и она тоже справилась бы с такой задачей. Версии есть, просто толку в них не очень много. На второй передаче в целом всегда так, поэтому я не хочу вас, девчонки, расстраивать. Мы в целом всегда пальцем в небо, но версии звучат так или иначе. Давайте, может быть, чуть-чуть поговорим побольше с нашей... Птичкой. Вы смотрели наш прошлый сезон, дорогая жар-птица? Нет. Наглость какая. А ну, пошла в номинацию. Я, знаете, смотрю только свои выступления. Какая-то истеричная. Чуть-чуть истеричная. Значит, смотрит только свои выступления. Значит, она все-таки выступает как певица и смотрит свои Ну, выступления. может, как артистка. Вам ближе благосфера или шоу-бизнес? Я больше люблю поесть наливных яблочек. Поклевать. Про что вопрос? Про что ответ? Ой, мне кажется, или у вас тут какой-то бред творится? Соглашаюсь. Он начался с тех пор, как на предыдущий вопрос ты не ответила. А мы уже на «ты»? Вы извините, да. Извините, смотри-ка. Мой косяк, только мой. Только что наша жар-птица сказала, что она возрастная. На То есть вы. надо по отчеству. Нет, Отчество. все правильно, кстати. Жар-птицевна. А какое отчество у Жар-птицевна. Жар-птицевна? Конечно. Уважаемая жар-птица, а у вас висел плакат Сергея Лазарева на стене? Ну, конечно, у кого он не висел-то? Какие одинаковые у всех стены. Мне кажется, просто люди, которые принимают участие в шоу, они все жили в одном большом доме, где повсюду висели портреты Сергея Лазарева. В общежитии, в Лазаревском общежитии. Слава, они вообще нормальные тут нет? А кто тебе сказал, что мы вообще жар-птица, нормальные вообще, должны быть? Да, где ты нормальных видела? Жар-птица, лети, встретимся на голосовании.